Здравствуйте! Приветствую вас на своем канале. Сегодня свяжем тапочки. Будем сочетать вязание спицами и тунисскую технику вязания. Вяжется очень просто. Можно связать на любой размер. Спицы брала 3,5 мм, крючок 3,5 мм для подошвы и 2 мм для обвязки верха. Пряжа полушерсть, ровница мультиколоровая в 100 граммах 200 метров. На спице 3,5 набрала 15 петель. Сейчас провяжу нулевой ряд подготовительный, его я не считаю, нулевой ряд узора. Буду провязывать этот ряд изнаночными петлями. Первую петлю я сняла, а остальные все провяжу изнаночными. Это будет установочный ряд, он у нас в узоре не участвует. Последнюю кромочную тоже провяжу изнаночной. Переворачиваю вязание, начинаем вязать первый ряд узора. Узор у нас состоит из 10 рядов. Первый, третий, пятый, седьмой ряды вяжем одинаково. Первый ряд узора снимаем кромочную, 2 изнаночные петли, 2 лицевые петли, 2 изнаночные петли, первая изнаночная, вторая изнаночная, лицевая, это центр, далее 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. Кромочную петлю провяжу изнаночной. Мы провязали первый ряд. Напомню, первый, третий, пятый, седьмой ряды мы будем вязать одинаково. Переворачиваем второй ряд и все четные ряды будем вязать изнаночными петлями. Снимаю первую кромочную петлю, а остальные все петли провяжу изнаночными. И все четные ряды узора мы будем вязать изнаночными. То есть это второй, четвертый, шестой, восьмой и 10 ряд. Эти ряды мы вяжем изнаночными петлями. Провязали второй ряд узора изнаночными, переворачиваем вязание, приступаем к вязанию третьего ряда. Третий ряд вяжем точно так же, как первый ряд. Снимаем первую кромочную петлю, 2 изнаночные петли, 2 лицевые петли, 2 изнаночные петли, 1 лицевая, это центральная, 2 изнаночные петли, 2 лицевые петли, 2 изнаночные и последнюю кромочную петлю провяжу изнаночной. Провязали третий ряд, переворачиваем вязание и четвертый ряд и все четные ряды узора с 1 по 10 у нас 10 рядов в узоре. Все четные ряды мы вяжем изнаночными петлями. Кромочную первую снимаем и последнюю кромочную провяжем изнаночной. Провязали четвертый ряд, переходим к вязанию пятого ряда. Пятый ряд вяжем точно так же, как первые и третий ряды. Первую петлю снимаем, 2 изнаночные, 2 лицевые петли, 2 изнаночные петли, 1 лицевая петля, это центр, далее 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные и последняя петля,
кромочная, изнаночной. Переворачиваем вязание. И далее четный ряд мы вяжем его изнаночными. Провязали 6-й ряд, переходим к вязанию 7-го ряда. Он у нас вяжется точно так же, как 1, 3 и 5 ряды. Снимаем первую петлю кромочную, далее вяжем 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 1 лицевая, 2 изнаночные петли, 2 лицевые, 2 изнаночные и кромочную последнюю провяжем изнаночной. Провязали 7-й ряд, 8-й ряд, как и все четные ряды, будем вязать изнаночными петлями. Первую петлю снимаю, остальные все провязываю изнаночными. Последнюю кромочную петлю также вяжем изнаночной. Провязали 8-й ряд, в 9-м ряду будем перекрещивать петли. Итак, снимаем первую кромочную петлю, 2 изнаночные петли. Перекрещивать можно с дополнительными спицами. Я сейчас покажу способ, как можно без дополнительной спицы обойтись. Снимаем 4 петли. Правой спицей подхватываю 3-ю и 4-ю петлю. Левой спицей 1-ю и 2-ю. И петли с правой спицы, 2 петли, переношу на левую. Вот мы перекрестили петли. А теперь провяжем последовательно эти петли лицевыми. Либо вы, если вспомогательную спицу используете, то 2 петли снимаете перед работой, провязываете 2 лицевые, а потом уже петли со вспомогательной спицы. Провязали. Лицевая петля. Теперь снова перекрещиваем петли, снимаем 4 петли. Правой спицей я подхватываю 1-ю, 2-ю и переношу на левую. А 3-ю и 4-ю петлю правой спицей переношу на левую. То есть петли перекрещиваем. Либо мы снимаем на дополнительную спицу 2 петли, оставляем их сзади работы, провязываем 2 лицевые, а потом 2 петли со вспомогательной спицы. Теперь провяжу эти петли лицевыми по порядку перекрещенные. Вот так у нас получится. Далее провяжу 2 изнаночные петли. И последнюю петлю провяжу изнаночной. Вот только этот ряд у нас 9-й отличается. 10-й ряд вяжем, как все четные ряды, изнаночными петлями. И потом узор будем повторять с 1 по 10 ряд. То есть 1, 3, 5, 7 ряды будем вязать одинаково. Все четные ряды будем вязать изнаночными петлями. А в 9 ряду будем перекрещивать петли. Я провязала 4 раппорта в высоту.
Закончила 9 рядом 4 раппорт и петли все пересняла на крючок 3,5. Сейчас мы будем закруглять полотно. Для этого будем использовать укороченные ряды. Вот эти петли сейчас первый ряд провяжем следующим образом. Сначала одну петлю провязываю, потом по 2, как в первом ряду в обычном тунисского вязания. Провязываем по 2 петли до конца. Провязали, теперь будем вывязывать 5 треугольников. Сейчас вяжем первый треугольник. У нас 15 петель, число нечетное, поэтому сначала я поднимаю 3 петли, начинаю с 3 петель. Подняли 3 петли в этом ряду, закрываем по 2 петли, закрыли. В следующем ряду я буду поднимать не 3 петли, а уже 5. То есть буду каждый раз прибавлять по 2 петли. 3 петли подняли, и теперь добавляем 2 петли, поднимаем 4-ю, 5-ю петлю. Подняли 5 петель, провязываем по 2 вместе в обратном ряду. Провязали. Следующий ряд поднимаем уже 7 петель, 3, 4, 5. Добавляем еще 2 петли, 6, 7. Подняли 7 петель, закрываем по 2 петли. И каждый раз так буду прибавлять по 2 петли, пока у меня не получится 15 петель в наборном ряду. То есть в этом ряду я уже поднимаю на 2 больше, то есть уже 9 петель. 4, 5, 6, 7. Прибавляю 2 петли. 8, 9. Подняли 9 петель. Закрываю по 2 петли в обратном ряду. Провязали. Следующий ряд поднимаем 11 петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Добавляем 2 петли. 10, 11. Подняли петли и закрываем в обратном ряду по 2 петли. В этом ряду поднимаем 13 петель, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Добавляем 2 петли. 12, 13. Подняли 13 петель. В обратном ряду закрываем по 2 петли. Это был предпоследний ряд. В последнем ряду будем поднимать 15 петель. Сейчас мы
Вяжем предпоследний ряд, 13 петель закрываем. Закрываем по 2 петли. Провязали предпоследний ряд и последний ряд первого треугольника. Поднимаем 15 петель и также будем закрывать по 2 петли в обратном ряду. Подняли 15 петель, в обратном ряду закрываю по 2 петли. И первый треугольник будет готов. Таких треугольников нам надо будет связать 5, чтобы закруглить полотно и сделать мысок. Провязали первый треугольник, таких треугольников еще 4 будем вязать. Начинаем следующий треугольник, также поднимаем сначала 3 петли, 3, закрываем по 2 петли в обратном ряду. Следующий ряд провязываем, поднимаем 5 петель, то есть прибавляем каждый раз по 2 петли. Поднимаю 5 петель, закрываю по 2 петли в обратном ряду. То есть вяжем так же, как первый треугольник. Прибавляем по 2 петли. 3, 4, 5. Прибавлю 2 петли, будет 7, 6, 7 и так далее. Вяжем еще 4 таких же треугольника. Провязала я 5 треугольников, полотно у нас закруглилось. Решила померить вязаную спицами часть полотна, она получилась 15 сантиметров. В моем случае слитки получились 37 где-то по 39 размер. Очень хорошо полотно тянется. Последний ряд пятого треугольника сняла на спицу 3,5 и буду вязать узором также 4 раппорта в высоту. Провяжу нулевой ряд изнаночными петлями, его я не считаю в узоре. Провяжем ряд изнаночными. Это будет нулевой ряд. Мы его в узоре учитывать не будем. Провязали, переворачиваем вязание и начинаем узор с первого ряда, так же как и на предыдущей стороне. Снимаем кромочную, 2 изнаночные петли, 2 лицевые петли, 2 изнаночные, 1 лицевая петля, далее 2 изнаночные, 2 лицевые петли, 2 изнаночные и последняя петля кромочная также изнаночной. 1, 3, 5, 7 ряды узора вяжем одинаково, так же как первый ряд. Все четные ряды 2, 4, 6, 8 и 10 ряды вяжем изнаночными петлями. То есть все то же самое. Также вяжем 4 раппорта в высоту. Связалась в результате вот такая заготовочка для тапка.
Теперь буду закрывать петли и сшивать задний шов. Закрываю петли. Следующим образом я провязываю 2 вместе лицевой. И с правой спицы переношу петлю на левую снова. Снова провязываю 2 лицевой. И петлю с правой спицы переношу на левую. И так далее буду вязать все петли до тех пор, пока у меня не останется одна петля. У меня осталась одна петля. Теперь я соединю лицо с лицом и сделаю шов задний. Буду использовать крючок 2 миллиметра. Провяжу этот шов столбиками без накида. Выверну следок на лицо и сделаю обвязку. Обвязку буду делать вот таким зубчатым краем, у нас получится обвязка. Ввожу крючок, вытягиваю петлю, оборачиваю 2 получившиеся петли рабочей нитью и провязываю их вместе. Снова ввожу крючок, вытягиваю петлю, оборачиваю рабочей нитью получившиеся 2 петли и провязываю их вместе. И так далее. Буду вязать до тех пор, пока не провяжу по всей длине, по всему периметру. Вот таким образом у нас получился аккуратный край. Теперь займемся подошвой. Подошва у нас будет вывязываться от среднего треугольника. Буду поднимать 9 петель, и так у меня 9 петель эти пойдут все вязание. Когда останется несколько рядов, там 3-4 ряда, то буду сводить вязание на нет. Итак, вот наши 5 треугольников. Нам нужен вот средний треугольник, третий. Я уже присоединила нить к нему и поднимаю петли. Буду поднимать сейчас крючком 3,5 9 петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Подняли 9 петель. В обратном ряду закрываем одну петлю сначала, потом по 2 петли. Довязали до конца. И теперь будем прихватывать боковые части постепенно. Ввожу крючок. Вот эту петлю протягиваю. И теперь снова поднимаю петли. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Подняли 9 петель. Прихватываем боковую часть, вытягиваю петлю, и чтобы у нас снова было 9, я провяжу 2 вместе в начале в самом. И далее до конца ряда провяжу по 2 вместе. Провязали ряд до конца, уже получается вот такой мысок.
Снова вытаскиваю крючок, ввожу в боковую часть свободную петлю. Вот эту петлю протягиваю и снова набираю петли. Снова у нас должно получиться 9 петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Подняли 9 петель. Снова у нас всегда одинаковое количество. В боковую часть ввожу крючок, вытягиваю петлю. Для того, чтобы снова у нас оказалось 9, провязываю 2 вместе. И далее в обратном ряду провязываю по 2 вместе. И таким образом мы идем по боковым частям, и у нас вывязывается подошва шириной 9 петель. Так идем почти до самого конца, до тех пор, пока у нас не останется несколько рядов. Далее сведем вязание на нет. Я связала подошву, у меня осталось всего несколько рядов. Сейчас покажу принцип, как я делала, сводила вязание на нет. То есть сейчас ввожу крючок не под одну петлю, как до этого, а под 2. И вытаскиваю петлю. У меня уже убавилась 1 петля. Вот в начале и в конце будем убавлять по петле. То есть уже сейчас не 9 петель у меня получится, а 7. И здесь тоже по 2 петли вытягиваем петлю. И таким образом у нас количество петель постепенно уменьшается. Вязание сводится на нет. А далее принцип такой же. Следующую петлю из боковой части провязываем 2 вместе. Все то же самое. Получился у нас вот такой следок. Подошва достаточно плотная. Мысок тоже. Само полотно, которое вязали спицами, эластичное. Слитки получились на размер 37-39. Вот так они будут смотреться на 37 размере. Вот такие слитки получились у меня. Творческого вдохновения и вам. До новых рукодельных встреч!